Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотела бы вам показать, как связать вот такие сандалики. Можно их одеть вечером, даже летом, весной, осенью. У кого-то малыши родились. Здесь у нас на завязочках. Вот так удобно завязывать. И ножка уже никуда не спадет. Плотность можно регулировать этими завязочками. Сейчас я расскажу вам, какой пряжей я вязала, каким номером спиц вязала. Это на размер у меня подошва 11 сантиметров. Итак, приступаем к вязанию. Итак, для вязания пинеточек я взяла Alize Baby Best. У меня 240 метров 100 грамм. И такая же точно пряжа вот эта у меня. Спицы троечка. И набираем на спицы, я розовая ниточка, наберу 34 петли. И провяжу 2 ряда лицевыми петлями. Набираем 34 петли и вяжем 2 ряда лицевыми петлями. Первую мы снимаем, как обычно. Дальше до конца ряда вяжем лицевыми и последнюю кромочную вяжем изнаночной петлей. Дальше со второго ряда мы будем с вами делать прибавочки. Снимаем кромочную. Дальше вяжем одну лицевую, накид, накид. Дальше вяжем 14. Снова накид, 2, накид 14, остается 2 петли, накид, 1 лицевая и последнюю вяжем кромочной. Следующий ряд вяжем все петли лицевыми, накиды вяжем за заднюю стеночку. Следующая прибавочка. Снимаем кромочную. Дальше вяжем 2, накид 14. Накид 4.
накид 14, накид 2 и кромочная. Дальше вяжем все петли лицевые, накиды вяжем за заднюю стеночку. Если кому нужен размер больше или меньше, под видео есть ссылочка на видео, где там я рассказывала, и схемка там есть на любой размер. Пройдите по ссылочке и свяжите на любой размер пинеточки, если вам нужно больше или меньше размер. Следующая прибавочка. Снимаем кромочную, провязываем 3 петли. С кромочной получается 4. Накид 14. Накид 6. Накид 14. Накид 3 и последнюю, как всегда, изнаночной. Дальше вяжем все петли лицевые, накиды за заднюю стеночку. Еще раз показываю, вот за заднюю стеночку. Дальше 4-я прибавочка. Снимаем кромочную, вяжем 4, накид 14. Накид 8, накид 14, накид 4, следующий ряд вяжем все петли лицевые, и потом еще сделаем последнюю 5-ю прибавочку. И последняя 5-я прибавочка. Снимаем первую петлю, дальше вяжем 5 петель, накид 14, накид 10, накид 14, накид 5, теперь мы вяжем 2 ряда лицевыми петлями в одну сторону и в другую. Так, провязали мы все ряды. Вот такая у нас подошивка, девочки, получилась. Теперь я возьму вот эту ниточку,
провяжу 2 ряда лицевыми петлями этой ниточкой. На спице у нас 54 петли. Теперь мы 2 ряда провязали лицевыми, вот этой ниточкой я провязала. Теперь 2 ряда я провяжу вот этой ниточкой. И 4 ряда я провяжу еще вот этой ниточкой. То есть вот одна дорожка салатного цвета, потом одна дорожка розовым цветом и 2 дорожки вот этим салатным цветом. Все петли вяжем лицевыми петлями. Итак, провязаны все ряды. Теперь эту ниточку мы отрезаем уже. И вяжем дальше основным цветом. Кромочную считаем, вяжем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Это у нас будут они по лицевой, по изнаночной стороне лицевыми. Дальше вяжем 2 лицевые, 4 изнаночные. 2 лицевые, 4 изнаночные. 2 лицевые, 4 изнаночные, и так до конца ряда. В конце 5 лицевых. Две лицевые, и в конце 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Эти 5 в начале, в конце ряда мы вяжем лицевыми и по лицевой, и по изнаночной стороне. 1, 2, 3, 4, 5. Дальше 2 лицевые мы вязали, мы их вяжем по изнаночной стороне изнаночными. А те, которые мы вязали 4 изнаночные, мы их по изнаночной стороне вяжем 4 лицевыми. 2 изнаночные, 4 лицевые. И так до конца ряда вяжем. Провязали назад мы по рисунку. Теперь снимаем кромочную, вяжем еще 4 лицевые, с кромочной 5 получается. Теперь дальше у нас идут 2 лицевые. Мы их вяжем сначала за работой вторую вяжем лицевой, а потом первую вяжем лицевой. И дальше 4 изнаночные. Снова вторую лицевой, потом первую лицевой и 4 изнаночные. Так вяжем до конца ряда, в конце 4 лицевые и кромочная. По изнаночной стороне снимаем кромочную, дальше вяжем 4 лицевые,
И теперь по рисунку 2 изнаночные, 4 лицевые. В конце ряда 4 лицевые и кромочная. Дальше следующий ряд. Снимаем кромочную, провязываем 4 петли лицевые. Теперь 2 лицевые у нас идут, мы вяжем также вторую сначала петлю лицевой, затем первую петлю лицевой. Дальше у нас идут 4 изнаночные, мы вяжем 1 изнаночную, 2 вместе изнаночной и 1 изнаночную. Дальше 2 лицевые идут, мы вяжем сначала вторую за заднюю стеночку, потом первую за заднюю стеночку. Затем 1 изнаночная, 2 вместе 1 изнаночной, 1 изнаночная. И повторяем вторую лицевой, первую петлю лицевой, 1 изнаночная, 2 вместе 1 изнаночной и 1 изнаночная. И так повторяем до конца ряда. В конце 4 лицевые и кромочная. И назад мы вяжем по рисунку. Уже будет 2 изнаночные и 3 лицевые. Дальше следующий ряд провязываем, снимаем кромочную. Дальше вяжем 4 лицевые. 2 лицевые вяжем сначала вторую, потом первую лицевую. Дальше у нас идут 3 изнаночные. Мы вяжем сначала 2 вместе изнаночной, затем 1 изнаночную. Потом 2 лицевые мы меняем местами, вторую, потом первую. Затем 3 изнаночные мы вяжем сначала 2 изнаночные вместе, затем 1 изнаночную вместе. И так до конца ряда. И последнюю убавочку мы сделаем. Снимаем кромочную, дальше вяжем 5 лицевых. Теперь меняем снова 2 лицевые местами. Провязали сначала вторую, потом первую. И 2 вместе 1 изнаночной. И так вяжем до конца ряда. Вот так. В конце 5 лицевых и кромочная. И по изнаночной стороне снимаем кромочную, дальше вяжем 5 лицевых. Так, кромочная 4 лицевых, я ошиблась. Затем 2 изнаночные, 1 лицевая, 2 изнаночные, 1 лицевая. Так вяжем до конца ряда. В конце ряда 4 лицевые и кромочная. Итак, вот что у нас получится. Сейчас мы посмотрим на манекенчике. Вот такой вот будет у нас сандалик. Теперь мы все петли вяжем лицевыми 2 ряда. У нас тут 33 петли. Вяжем в одну, в другую сторону лицевыми петлями. И в другую сторону лицевыми. Дальше провязываем 10 петель. 1, 2, 10.
10 петель мы здесь оставляем, и здесь 10 петель, а остальные мы будем убавлять. Провязываем еще 2 и закрываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2, 4, 6, 8, 10. Провязываем до конца. У нас тоже с этой стороны 10 петель. Так. Теперь провязываем по изнанке 10 петель. И добираем, эту сторону мы не трогаем, и добираем здесь 20, 22, 24 воздушные петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 22 петли я набрала. Теперь провязываем эти 22 петли. Первую также провязываем, чтобы она не распустилась. И провязываем все эти воздушные, которые мы набрали, и заднюю часть. Провязали мы до конца ряда эту половинку, и теперь мы вяжем столько рядов, чтобы на этом хлястике было 4 дорожки, то есть 8 рядов мы вяжем. Сейчас второй ряд. Можете, чтобы 3 дорожки было. Так, девочки, я провязала здесь 3 ряда, 3 дорожки вернее. И теперь вот отсюда сюда до конца я буду закрывать петли. Закрыла я до середины. И теперь оставлю немножко так ниточки, чтобы сшить потом. Так, закрыли. Теперь то же самое делаем с этой стороны. Набираем на спицу 22 петли, столько же, сколько вы тут набрали. Так. Один. Так, ну вот столько вот.
2, 3, 4, 5, 6. Набираем столько же, сколько вы набирали здесь. Провязываем эти петли все. И также вяжем столько же рядов, сколько вы провязали с той стороны. И закрываем петли. Провязали 22, и потом дальше вяжем эти 10 петель. И так дальше вяжем столько же, сколько вы провязали вот здесь, вот столько же рядов. Провязала также я 3 дорожки и закрываю петли. Потом мы заделаем аккуратно все эти кончики ниточек. Так сразу мы заделаем кончик, который у нас остался на хлястике. Я отрежу, чтобы не был он такой сильно большой. Так, и вот сюда вот. По изнаночной стороне. Есть у меня 4 сложения. Я по 2 ниточки с одной и с другой стороны разделю ее. Так свяжу и отрежу, ее абсолютно не будет видно. Вот так вот. И теперь аккуратно сшиваем заднюю часть и подошву. Так, все, я заделала все ниточки. Вот такой у нас получился, девочки, сандалик. Смотрим наши шовчики. Вот такой шовчик задний. И вот по подошве. Померяем на нашу ножку. Вот такие у нас получились сегодня с вами сандалики. Сейчас я возьму, наверное, другую колодочку, чтобы лучше было видно.
Я набрала здесь 22 воздушные, можно было бы и 25 набрать. Так, вот смотрим. Вот так вот. Вот такие нежные. Даже можно и на лето вечером одеть ребеночку. Вот такую красоту мы связали сегодня с вами. Я надеюсь, у вас все получилось. Пишите комментарии, все ли было понятно. Понравился ли вам этот мастер-класс. Эти сандалики. Можно связать типа таких на мальчика. Ну, чуть-чуть можно по-другому. На хлястике можно с пуговичкой. Но сегодня буду заканчивать урок свой. Всего вам доброго. Вяжите, радуйте своих малышей. До свидания. Всем пока.